Гурджиев сказал: «Развитие человека идет по двум линиям – линии знания и линии бытия. При правильной эволюции линии знания и бытия развиваются одновременно, параллельно друг другу, помогая одна другой. Но если линия знания слишком опередит линию бытия, или линия бытия опередит линию знания, развитие человека пойдет по неверному пути и рано или поздно остановится». Люди понимают, что такое знание. Они понимают также возможность существования разных уровней знания, понимают, что знание может быть большим или меньшим. Однако они не понимают того, что бытие или существование также может иметь разные уровни или категории. Возьмем, например, бытие минерала и растения. Это разные уровни бытия. Бытие животного разнится от бытия человека. Но и бытие двух людей может отличаться друг от друга больше, чем бытие минерала от бытия животного. И вот как раз этого люди не понимают. Не понимают они и того, что знание зависит от бытия, и не только не понимают, но и определенно не желают понимать. В частности, западная культура убеждена в том, что человек может обладать огромными знаниями, быть, например, способным ученым, делать открытия, двигать вперед науку, и в то же время оставаться и иметь право оставаться мелочным, эгоистичным, придирчивым, низким, завистливым, тщеславным, наивным, рассеянным человеком. Здесь, кажется, считают, что профессор должен всегда и везде забывать свой зонтик. Таково его бытие, а люди думают, что его знание не зависит от его бытия. Люди западной культуры высоко ценят уровень знания человека, но не ценят уровень его бытия и не стыдятся низкого уровня собственного бытия. Они даже не понимают, что это значит, не понимают, что уровень знания человека зависит от уровня его бытия. Если знание уходит далеко вперед от бытия, оно становится теоретическим, абстрактным и неприменимым к жизни, а фактически вредным, ибо вместо того, чтобы служить жизни и помогать людям успешно бороться с трудностями, которые им встречаются, оно осложняет жизнь человека, привносит в нее новые затруднения, горести и беспокойства, которых в ней не было раньше. Причина этого заключается в том, что знание, которое не находится в согласии с бытием, не может быть достаточно полным и соответствовать реальным нуждам человека. Оно всегда остается знанием лишь одной вещи, игнорирующим другую вещь, знанием детали без знания целого, знанием формы без знания сущности. Такое преимущество знания перед бытием наблюдается в современной культуре. Идея же ценности и важности бытия и его уровня совершенно забыта. Забыто и то обстоятельство, что уровень знания определяется уровнем бытия. Фактически, на данном уровне бытия возможно знание, ограниченное известными пределами. В границах данного бытия улучшение качества знания совершенно невозможно, и происходит накопление информации одной и той же природы в пределах уже известного. Изменение же самой природы знания возможно только с изменением природы бытия. Взятое само по себе, бытие человека имеет много разных сторон. Самая характерная черта современного человека – это отсутствие в нем единства, далее отсутствие даже следов тех свойств, которые он так любит себе приписывать – ясного сознания, свободной воли, незыблемого «я», способности к действию. Вы удивитесь, если я скажу, что главной чертой бытия современного человека, объясняющей все его недостатки, является сон. Современный человек живет во сне он рождается и во сне умирает. О самом сне и его роли и значении в жизни мы поговорим позднее, а сейчас я прошу вас подумать только об одном. Какое знание может быть у человека, погруженного в сон? Если вы подумаете об этом, памятуя, что сон является главной чертой нашего бытия, вам сразу же станет ясно, что если человек по-настоящему желает знания, он должен прежде всего подумать о том, как пробудиться, как изменить свое бытие.
Внешние признаки человеческого бытия многосторонние: активность и пассивность, правдивость и лживость, искренность и неискренность, храбрость и трусливость, самоконтроль и распущенность, раздражительность, эгоизм, готовность к самопожертвованию, гордость, тщеславность, обман, усердие, леность, моральность, развращенность, и это многое другое составляет бытие человека. Но все эти качества в человеке совершенно механичны. Если он лжет, это означает, что он не способен не лгать. Если же он говорит правду, это означает, что он не способен не говорить правды. И так во всем. Все случается. Человек не может сделать ничего, ни внутри себя, ни наружу себя. Но, конечно, существуют границы, существуют пределы. Вообще говоря, бытие современного человека весьма низкого качества, однако это качество может быть настолько скверным, что при нем невозможно никакое изменение. Об этом следует всегда помнить. Счастливы люди, чье бытие еще можно изменить. А есть другие люди, определенно больные, разбитые машины, с которыми уже ничего не сделаешь, и таких большинство. Если вы подумаете об этом, вы поймете, почему лишь немногие способны обрести истинное знание, остальным препятствует уровень их бытия. Вообще говоря, равновесие между знанием и бытием более важно, чем развитие того или другого из них в отдельности. В любом случае, раздельное развитие знания или бытия нежелательно, но именно такое одностороннее развитие часто представляется людям особенно привлекательным. Если знание получает перевес над бытием, человек знает, но не может делать. Это бесполезное знание. Если бытие получает перевес над знанием, человек способен делать, но не знает, что именно надо делать. Бытие, которого он достиг, становится бесцельным, затраченные усилия оказываются бесполезными. В истории человечества известны множество примеров, когда из-за перевеса знания над бытием или бытия над знанием погибали целые цивилизации. «Развитие линии знания без развития линии бытия дает слабого йогина», ответил Гурджиев. Иными словами, человек много знает, но ничего не может сделать. Это человек, который не понимает, эти слова он произнес с ударением, того, что знает. Человек, не обладающий правильной оценкой, то есть человек, для которого нет разницы между одним и другим родом знания. А развитие линии бытия без знания дает глупого святого, то есть человека, который может сделать много, но не знает, что делать или зачем делать. Если он что-нибудь делает, он действует, повинуясь своим субъективным чувствам, которые могут увести его далеко в сторону и заставить совершить серьезные ошибки, то есть сделать нечто противоположное тому, что он желал. В обоих случаях и слабый йогин, и глупый святой приходят к остановке. Ни один из них не в состоянии двигаться и развиваться дальше. Чтобы понять это, чтобы вообще уяснить себе природу знания и бытия, равно как и их самоотношений, необходимо понять, как знание и бытие относятся к пониманию.